Всем привет! Сегодня в выпуске у нас пенетрирование Unreal Engine с помощью 4-й версии чата GPT. Я думаю, уже все наслышаны про данное чудо. Чат GPT — это новая языковая модель, которая внезапно, но неспроста, стала дико популярной. Это нейронная сеть. GPT расшифровывается как Generative Pre-trained Transformer. Это одна из архитектур нейронок. Забавный момент, конечно, что сама модель существует уже год, но в виде чата ее сделали только в ноябре. Люди, конечно, очень ленивые создания, потому что запросы к API существуют уже достаточно давно. Под видео оставлю несколько ссылочек, кому интересно, можно почитать поподробнее на данную тематику. Текущее видео исключительно для ознакомления, сложных и длинных запросов задавать сегодня не будем. Если видео зайдет, можно будет чуть попозже сделать вторую часть с некой сложной задачей или игрой. Но мы все равно с вами проделаем достаточно прикольные штуки. В некоторых отраслях модель прямо сейчас может выступать полноценным ассистентом. И в ближайшее время, очевидно, будет внедрение различных моделей в существующий софт. Такая справка на стероидах. У Unity, кстати, недавно был интригующий трейлер на прошедшей конференции разработчиков компьютерных игр. Погуглите, а точнее спросите у чата GPT, где можно посмотреть. Результат впечатляющий, но расслабляться пока что не стоит. Вам в любом случае придется знать контекст, чтобы понять, как реализовать задачу с таким помощником, а точнее, как сформулировать задачу, которую необходимо решить. Представьте себе, что вы не знаете электричества, никаких законов и спрашиваете, как сделать какой-нибудь электрический прибор. И вам выдается подробная схема, и не факт, что в процессе производства где-нибудь из-за вашей ошибки что-нибудь не коротнет. Это лишь подтверждает тезис, что нужно учить фундамент, инструменты приходят и уходят, движки приходят и уходят. Возможно, вам захочется сменить профиль программирования, но ваша база, фундамент остается с вами навсегда. Возможно, когда-нибудь настанет момент, а может он настанет достаточно скоро, когда контекст знать не нужно, тогда будем смотреть, что с этим делать. Ну что, давайте начинать. Все ссылочки из видео будут в описании. Запросы видео к чату GPT буду называть англицизмом prompt. И, возможно, вам понадобится VPN. Итак, давайте посмотрим, что мы получим в результате генерации в данном видео. Проект будет доступен в репозитории, имеется 3 карты, на каждой из которых у нас решена своя задача. Первая карта — это Actor Spawn, на ней имеется 2 блюпринта, которые умеют спаунить акторы по паттерну. Первый паттерн круговой, а второй спираль. Паттерны спаунятся на основе сфер, но вы в property можете указать абсолютно любой актор. На следующей карте находится материал с фракталом Мандельброта. То есть формулу полностью нам сгенерил сами знаете кто. Все это совсем скоро мы увидим в данном видео. И третья карта, самая масштабная генерация — игра в жизнь. Чат GPT полностью сгенерировал алгоритм игры в жизнь, и мы можем наблюдать ее симуляцию. Данные паттерны мне всегда напоминают анимацию режима уничтожения у хищника. Это самые основные генерации, которые произведет чат GPT, но спрашивать мы у него будем много чего. Думаю, будет очень интересно, поэтому погнали. Итак, у меня открыт чат GPT, я все буду генерировать с помощью 4-й версии, хотя разница между 3.5 и 4 небольшая. 4 доступна только по платной подписке, бесплатной у вас будет дефолтная модель 3.5. И, как мы увидим вскоре, 3.5 на самом деле в некоторых вещах работает даже лучше. И для 4-й версии имеется ограничение, можно отправить 25 запросов каждые 3 часа. Я буду запросы, промпты вводить по-английски и буду переводить все ответы, хотя и так в целом все будет понятно. Другие языки он также отлично понимает, можете писать на любом. Пишу на английском, поскольку хочу добавить к данному видео субтитры. Вначале начнем с простейших вопросов. Поспрашиваем о том, что он знает про Unreal, про C++, и по ходу будем увеличивать сложность промптов, что в итоге нас приведет к генерации конкретных вещей в контексте Unreal Engine. Итак, логичный первый вопрос, что такое Unreal Engine? Unreal — это мощный, широко используемый движок, разработанный Epic Games. Слово в слово я переводить не буду, иначе видео получится в несколько часов. В общем, очевидно, что чат GPT понимает, что такое Unreal Engine, понимает, что он используется для разработки игр, для различных симуляций, для видеопродакшена, имеет кучу специализированных подсистем, можно программировать на C++, и в последнем абзаце он перечисляет некоторые игры, которые были разработаны на Unreal.
В следующем запросе узнаем, какая последняя версия движка. Здесь он, кстати, говорит, что его знания заканчиваются в сентябре 2021 года. И последняя версия движка, которую он знает, 4.27, хотя слышал об анонсе Unreal Engine 5 и предлагает посетить официальный сайт для получения более подробной информации. Поэтому в целом весь код, который он генерирует, лучше проверять на 4, но мы с вами рискнем и будем все смотреть в 5. Спойлер, все будет отлично. И сейчас я у него попрошу ссылку на код стандарта Unreal. И здесь тот самый момент, про который я упоминал. ChatGPT 4 не всегда выдает ссылки на запросы. Возможно, это как-то было отфильтровано, в том числе, например, и из-за правообладателей. Этот момент я точно не знаю. В общем, он отвечает, что как языковая модель он не может предоставлять никаких прямых ссылок, но предлагает зайти на сайт документации и в поиске ввести Coding Guidelines, что в целом также полезная информация. Но давайте проверим абсолютно такой же промпт, но в ChatGPT 3.5. Слева вверху я могу создать новый чат, выбрать другую модель и ввожу тот же самый промпт. И вуаля, мы получаем ссылку на стандарты кодирования Unreal. Ссылка рабочая, все окей, правильная страница. Отсюда можно сделать вывод, что в 4 версии чата GPT произошли какие-то изменения по поводу предоставления ссылок. В общем, по поводу ссылок будем обращаться к версии 3.5. Теперь давайте переходить к коду. Спросим о том, как залогировать строку в Unreal. То есть самый джуниор вопрос, который можно задать. ChatGPT начинает генерировать корректную информацию. Нам необходим макрос UELog. Далее в идеале необходимо подключить header файл, который не обязательно подключать, поскольку он находится в Core Minimal или в PCH, я не помню. И далее нам предоставляется примерчик с выводом строки в лог. Далее он объясняет, что logTemp — это имя категории, log — это verbosity. И тут же добавляет еще один сниппет по поводу того, как выводить в лог различные параметры, integer и fstring. Причем по этому сниппету мы уже понимаем, что он в курсе типов int32 и fstring. Далее он объясняет спецификаторы формата. И еще один сниппет. Он показывает, как можно задекларировать собственную категорию логирования. То есть за один запрос он предоставил нам практически исчерпывающую информацию по поводу логирования в Unreal Engine. Супер! Давайте еще один вопрос вдогонку про лог. Допустим, у нас имеется стандартная строка std-string плюсовая, и необходимо ее преобразовать в fstring. Такое преобразование может понадобиться, если у вас имеется какая-то сторонняя библиотека, которая использует std-string, и вам необходимо одну строку преобразовать в другую. Запрашиваю данную информацию о том, как я могу сделать данную конвертацию, и мы видим моментальный ответ с кодовым сниппетом. То есть fstring можно проинициализировать указателем на массив чаров. И чуть ниже дополнительная информация о данном процессе. Можно скопировать сниппет и проверить в каком-нибудь кодовом файле Unreal. Дальше давайте также по основам Unreal что-нибудь спросим. Зададим вопрос по поводу основного базового класса в движке. Пошел ответ. Главный базовый класс для большинства объектов UObject. Далее он описывает фундаментальные фичи данного класса. Менеджмент памяти, сериализация, рефлексия. И далее он отмечает, что для создания геймплей классов необходимо наследоваться от актора либо от актор-компонента, которые в свою очередь являются дочерними классами UObject. В целом он уже ответил на второй вопрос, который я хотел задать следующим. Ну давайте уточним данную информацию. Добавлю к вопросу, что базовый класс, который можно заспаунить в мире игры, в 3D-сцене. И ответ корректный. Актор. Актор можно заспаунить в 3D-сцене, также известный как Game World. И также предоставил дополнительную информацию по поводу актора. То, что у него имеется трансформация, его можно оттачить к другим акторам, у него имеются компоненты. И также объект данного класса можно настроить
таким образом, чтобы он взаимодействовал через коллизии, настроить физику, и можно научить его общаться с другими сущностями мира игры с помощью ивентов. Достаточно нормальный ответ, я думаю, сойдет. Давайте спросим что-нибудь посложнее, например, какие умные указатели имеются в движке. Пошел ответ, причем он генерит информацию в виде списка. Первый это shared pointer, аналог std shared pointer. Далее приводит примерчик. Следующий тип он указывает умные ссылки, shared ref. Также предоставляет примерчик. Следующий это weak pointer, слабый указатель. Также указывает аналогию из стандарта. Приводит пример. Unique pointer. Все делает по аналогичной схеме, все правильно. И в самом конце делает правильную сноску, что данные смарт-поинтеры можно использовать не с U-объектами. Для классов, которые наследуются от U-объекта, имеются дополнительные смарт-поинтеры. Я думаю, если спросить, он ответит, но давайте запросим у него ссылку на документацию. И, как несложно догадаться, он нам ее не предоставит. В общем, он нам предоставляет алгоритм, как правильно загуглить данную документацию, но ссылку не генерирует. Что же нам скажет на это ChatGPT 3.5? У этой версии все отлично с генерацией ссылок. Проверяем. Попадаем на нужную страницу. То есть вполне можно получить информацию по какому-либо топику. Либо, если вы вдруг не умеете пользоваться поиском в Visual Studio, то можно спросить, где находится заголовочный файл для определенного класса. Давайте проверим, например, Static Mesh Component. И ChatGPT вывел нам корректный include. И давайте крайний вопрос по общим вещам и будем переходить к более интересным генерациям. Спросим, например, про клавишу, про хоткей, который открывает консольное окно в Unreal. Для открытия консоли в эдиторе или в стендалон игре необходимо нажать на тильду. Далее было описание того, где находится тильда на клавиатуре, он почему-то зачеркнул это предложение. И в дополнение указал, что могут быть и другие клавиши, если у вас какая-то нестандартная клавиатура. В общем, достаточно с общеобразовательными вопросами. Если что, потом могу записать еще какое-нибудь видео с более детальной беседой по какому-либо топику. А сейчас я создал новый чат. И давайте попробуем сгенерировать какой-нибудь код. И в промпте я пишу следующее. Я хочу сгенерировать N акторов по кругу в Unreal Engine. Также можно грамматически упрощать, просто через запятую указываю Unreal Engine 5 и C++ код. Итак, пошла генерация. Он предлагает в единице трансляции, то есть в CPP-файле, подключить соответствующие хедеры. Далее он определяет функцию с несколькими параметрами SpawnActors in Circle и начинает генерировать тело данной функции. Весьма осмысленный код, не быдло-код. Проверяет все указатели, имена переменных читаемые, в цикле даже использует плюс-плюс и myBoy. Написал cast float в стиле C++, кстати, cast float. В целом он там не нужен, поскольку числитель и так float. И, в общем, в цикле, в зависимости от количества акторов, разбивает круг на углы, высчитывает все локации, трансформации и вызывает функцию spawnActor у мира игры. И далее генерирует сниппет того, как вызывать данную функцию. И дополнительно указывает, что myActor необходимо заменить на тот актор, который вы хотите спаунить. Выглядит все правдоподобно, плюс он сгенерировал код на параметрах, вообще красавчик. Но данная версия меня не совсем устраивает, не потому что она плохая, а потому что, например, я хочу, чтобы все параметры были как property. Поскольку это естественная версия для генератора паттернов, я хочу играться с параметрами в редакторе Unreal. Поэтому я уточняю свой промпт.
И прошу его перегенерировать функцию spawnActorsInCircle, но с использованием пропертей. Так, стоп, он пошел генерировать uObject. Давайте уточним запрос, можно его отредактировать и укажем, что это property класса Actor. И уже понятно, что ChatGPT понимает предыдущий контекст беседы, то есть он знает, что это за функция spawnActorsInCircle, поэтому сейчас он попробует все переписать, как мне надо. И также уже можно сделать вывод, который очевиден, что для того, чтобы задавать правильные запросы, необходимо обладать некоторыми знаниями профессионального контекста. Иначе просто не получится сформулировать вопрос. Вначале он написал, что необходимо создать класс. Circle Spawner унаследуется от класса актора. Понятно, чем меньше у вас опыта, тем больше уточнений вы будете делать. Как именно создать класс, в какой директории его создать. Данными вопросами мы пренебрежем, но в целом можно попробовать сделать тест на дурака, то есть прикинуться вообще полными нулями, либо более качественный эксперимент, позвать какого-нибудь друга, который никогда Unreal не видел, дать ему задачу, например, абсолютно такую же, и посмотреть, через сколько запросов он придет к результату. Пожалуй, такой эксперимент будет супер стерильным. У ChatGPT имеется ограничение на количество символов, поэтому если он прервался, то можно ввести go on, и он продолжит генерацию с места, где он остановился. Тем временем он сгенерировал заголовочный файл нашего актора и пошел генерировать единицу трансляции. Код простой, весьма читаемый, то есть он создал property, в конструкторе ставят дефолты, на BeginPlay вызывают функцию spawnActorsInCircle, заметим, уже без параметров, поскольку он перевел их все в property. И далее код приблизительно такой же, скорее всего, даже один в один. Код он сгенерил и также рассказывает, как теперь использовать данный актор. Необходимо перетащить его на сцену, установить все необходимые property, и при старте игры мы получим акторы по кругу. И также необходимо API macros ее project, который эквивалентен DLL export, переименовать. Итак, я копирую имя актора. Я создал абсолютно пустой проект. Давайте добавлять актора. Новый C++ класс. Выбираю актор. Ввожу имя актора. Circle Spawner. Создаю класс. Останавливаю дебаггер. Необходимо перезагрузить Visual Studio. И давайте начнем с заголовочного файла актора. Перехожу в ChatGPT и копирую весь код после generated body. Заголовочные файлы все такие же, поэтому перекопировать их смысла нет. И обновляю заголовочный файл. И какие у нас имеются property: актор для спауна, количество акторов, радиус круга, центр круга и зачем-то initial rotation offset. Ну ладно. Далее переходим в CPP файл. Все удаляю. И давайте скопируем код CPP файла, который сгенерировал ChatGPT. Копирую все строчки. Вставляю. В конструкторе выставляются дефолты. На BeginPlay вызывается функция spawnActorsInCircle. Далее в функции проверяются указатели, проверяют, что количество акторов больше нуля. Можно все под одним if объединить, но я рефакторить сейчас его код не буду. Также он нигде не использует const, про это сейчас спросим. Зато использует ++i, хотя для переменной цикла понятно, что без разницы. Define для p в Unreal имеется. Косинус и синус он использует, кстати, не анриловский, а из виндовского хедера. Так тоже, конечно, все будет работать, но если есть в движке функция, то лучше ее использовать, поскольку численный метод может отличаться в зависимости от платформы. Итак, он высчитывает трансформацию, далее создает spawn parameters. Для конкретной данной задачи можно и дефолтно использовать. Нигде не использует const. И в самом конце вызывает функцию spawnActor. И на первый взгляд, на самом деле, код выглядит абсолютно рабочим. Единственное, давайте я дефолтами сразу проинициализирую все property в заголовочном файле, так будет нагляднее. Хотя на самом деле абсолютно без разницы. Подставляю произвольное значение, будем спаунить по умолчанию 100 акторов. Центр окружности пусть будет в начале координат. В репозитории я немного подправил данный момент. В
качестве центра спауна я использую текущее положение актора. Так, намного логичнее. Радиус окружности пусть будет 500 юнитов. Вращение поставлю по нулям. Для нас это бесполезный параметр. Давайте скомпилируем проект, посмотрим, что-нибудь получилось или нет. Проект скомпилировался без ошибок. Я создам на основе C++ класса Blueprint. Хотя в этом необходимости также нет. Можно напрямую данный актор перетаскивать в уровень. Blueprint создался. И несложно догадаться, нам потребуется дополнительный актор, который наш спаунер будет использовать в качестве рабочего элемента. Назову Blueprint actor toSpawn и добавим в него произвольный static mesh, пусть будет static mesh сферы. Сохраняюсь, перехожу в Circle Spawner и в property actor toSpawn, который нам сгенерировал ChatGPT, указываю actor toSpawn Blueprint. Все остальные параметры давайте оставим по умолчанию, компилирую. И давайте проверять. Вытаскиваю Circle Spawner на сцену, нажимаю Play. Магия произошла. Он заспаунил все сферы по окружности. Вот этот поворот. Давайте подвигаем немного параметры, пусть будет 20 акторов. Нажимаю Play. И да, центр у нас в нуле, поэтому необходимо его двигать вручную. Давайте немного поднимем на 100 юнитов. И изменим радиус окружности. Нажимаю Play. Отлично, то есть с поставленной задачей ChatGPT справился. Все это, конечно, начинает пугать. Давайте вернемся к чату и уточним парочку моментов. Например, поинтересуемся, почему он не использует ключевое слово const в параметре currentAngle. Значение данной переменной не изменяется, поэтому необходимо использовать const. Пишу prompt. Отправляю. Так, смотрим, он соглашается. You are right. Использование const — это good practice, хорошая практика. Это делает код более надежным. И в итоге он начинает заново генерировать данную функцию и указывает const у currentAngle. На самом деле надо было общий вопрос задать, почему ты везде не используешь const, поскольку в других местах const он не поставил. Ну ладно, на эту тему больше его мучить не буду. А давайте лучше спросим, почему он использует Windows-ские синус и косинус, а не Unreal-овские. И он снова соглашается, говорит, что лучше использовать Unreal-овский синус-косинус. Мы правы. И начинает еще раз обновлять функцию SpawnActorsInCircle. Видим, да, что он переписал. В общем, это прекрасно. Давайте также спросим чисто C++ вопрос, почему ++i, а не i++. Ну, понятно, да, в данном конкретном случае разницы никакой. Оба варианта просто увеличить значение счетчика i на единицу. Однако говорит, что выбор может зависеть из-за код-конвенции либо персональных предпочтений. Это понятно. Ну и вот самое основное. Он говорит, что в некоторых ситуациях потенциально может быть более эффективным. Хотя в целом современные компиляторы стараются сами оптимизировать данный момент. Кто не знает данную тему, загуглите. Я в одном из видео код-ревью рассказывал про это. Ну и последний вопрос по данному коду. Давайте спросим, чем отличается int от int32. Итак, пошла генерация. Оба типа это знаковый integer. И отличие между ними может быть в зависимости от платформы. Далее он говорит про размер integer. У большинства систем это 4 байта. Но на некоторых платформах это может быть по-другому, и поэтому могут быть проблемки совместимости. int32 это также signed int, но Unreal гарантирует, что размер int32 будет равняться 4 байтам на всех платформах.
независимо от архитектуры. Поэтому консистентно использовать int32. Но если вы только под Windows, например, разрабатываете, то без разницы, будете ли вы писать int32, либо int. И также он дает дополнительную информацию про другие целочисленные типы, которые имеются в Unreal. Также все корректно. И теперь давайте внезапно его ошарашим, напишем, что мы хотим такой же спаунер, только теперь по спирали. Также обращаю внимание, что беседа вроде пошла немного в другую сторону, но он в курсе контекста. Пошла генерация. И забавно, он пишет, что можно лишь слегка модифицировать данную функцию. Не пишет полностью листинг. Говорит, что необходимо добавить два дополнительных property, vertical spacing и distance between loops. И на этом все в заголовочном файле. А в CP-файле он генерирует только код функции spawnActors in spiral. Причем он, кстати, забыл декларацию функции в заголовочном файле. Нас, конечно, этим не напугать, сразу это заметно. Так, ему опять бензака не хватило, необходимо ввести goOn. Так, и дефолт еще сейчас добавит, наверное. Да, все так и есть. И, кстати, запомнил он имя нашего актора. Circle Spawner. Так, на пару символов его опять не хватило, но я продолжать не буду, все, в общем, понятно. Нам необходимо скопировать два дополнительных property. Переносим их в заголовочный файл. Добавляем в самый низ к пропертям. Также давайте сразу проинициализируем данный property. Далее необходимо добавить объявление функции в заголовочный файл. Добавляю. Перехожу в CPP файл и копирую тело функции spawnActors in spiral в несколько заходов, поскольку был обрыв. Раз. И два. В проекте у меня клонг формат лежит, поэтому отформатирую документ. И необходимо вызвать данную функцию на BeginPlay. Вызов предыдущей функции можем закомментировать. В репозитории я уже от себя добавил специальный нам, с помощью которого можно выбирать тип спауна. И что забавное, в данной функции он поставил const у currentAngle и также использовал косинус и синус из структуры fmass движка. Еще, кстати, один момент, который он не знает, мы с вами рассматривали в предыдущей лекции. В большинстве шаблонных типов по умолчанию стал использоваться тип double. Он, видимо, пока что это не знает и везде использует суффикс f, что в целом, конечно, круто, но, видимо, исходники пятой версии движка пока еще ему не были скормлены. Или это какой-то остаточный эффект. Так, я перекомпилировал проект, запускаю игру и видим, что заспаунилось что-то наподобие спирали. Допиливать сейчас не буду, честно говоря, немного криво у него получилось, но в целом с этим можно уже работать и дописать спираль по-нормальному. Пару параметров давайте поменяем. Запускаю игру. Спираль увеличилась. В общем, сейчас ее дорабатывать не будем. Давайте двигаться дальше. Я создам новый чат и давайте займемся материалами в Unreal. Выбираю также GPT-4. И давайте создадим промпт. Спросим, например, как сгенерировать линию с помощью редактора материалов в Unreal. Итак, генерируется инструкция для редактора материалов. Причем он оперирует нодами Material Editor. Это очень прикольно. Но, честно говоря, я пытался генерировать достаточно много простейших материалов. И в основном где-то со середины начинались адские проблемы. То есть он указывал неправильные ноды для инпута, аутпута. Причем ему об этом можно сказать. И он начинает все генерировать заново, говорит, да, что я ошибся, но в итоге опять ничего не получается. Поэтому данный алгоритм я сейчас испытывать не буду.
Я данный листинг выложу также в репозитории, поэтому кому интересно, можете попробовать, потом напишите в комментариях, получилось что-либо или нет. Мы сейчас сделаем немного по-читерски, поскольку я работаю с Unreal, я знаю его контекст, и я могу задать промпт следующим образом. Можешь ли ты переписать весь данный алгоритм через шейдер-код для кастом-ноды? Ну, то есть, как программист я очень ленивый, поэтому вместо того, чтобы создавать всю эту бодягу из блюпринтов, проще просто скопипастить несколько строчек кода. И он опять начал создавать инструкцию, мы по ней сейчас с вами пробежимся, поэтому я немного ускорю видео. Так, у меня он опять отвалился, go on. И походу я израсходовал 25 промптов, поэтому включаю машину времени. И продолжаем генерировать шейдер, который будет рисовать нам линию. Ну что ж, все инструкции получены, давайте им следовать. Итак, вначале нам необходимо открыть 5 Unreal и создать новый проект. Далее в контент-браузере необходимо сделать right-клик, выбрать материал и можем его назвать Line Material. Третий шаг — открываем материал дабл-кликом и четвертый — создаем кастом-ноду. Давайте пока сделаем данные шаги. Также я создам дополнительный уровень, level 2. С материалами будем играться на нем. И удалю из скопированного уровня Blueprint Circle Spawner. Итак, right-клик в контент-браузере, выбираю Material, называю его Line Material. Дабл-клик открываю. Right-клик на графе, выбираю Custom ноду. И пока все, что дальше делать не знаю. Давайте возвращаться в чат. Итак, пятым шагом для output ноды необходимо указать тип flow3 и добавить description line generator. По умолчанию flow3 и можем добавить description. Line generator — это будет имя ноды. Что же нам делать дальше? Шестым шагом нам необходимо создать три инпута. Input 0 имеет имя UV, имеет тип flow2, и далее идут два скаляра line thickness и line opacity. Так, у кастом ноды пины шаблонные, поэтому тип будет автоматически вычисляться, указать его нельзя. Здесь он допустил неточность и создаю еще два параметра. Давайте скопируем имена данных параметров. Один из них — это line thickness, то есть толщина линии. И второй line opacity, то есть прозрачность линии. Так, с этим закончили. Седьмой шаг. Это непосредственно код. Давайте его полностью скопируем. И его необходимо ставить в custom node. Код необходимо вставлять в самый первый input. Вставляю. Смотрим, какой у нас следующий шаг. Шаг номер 8. Необходимо создать ноду Texture Coordinate и законнектить ее UV output в input нашей custom ноды. Параметр с таким же именем UV. Итак, имя ноды я скопировал, Texture Coordinate и соединяю ноды. Следующий шаг номер 9. Необходимо создать два скалярных параметра. Один из них Live Thickness 0.01, а второй Line Opacity, и значение пусть будет единица, говорит. Ну что ж, давайте создадим два скалярных параметра. Это просто два числа. Зажатый единиц на клавиатуре, кликнул, добавил параметр, правой кнопкой мыши Convert to параметр, вставляю имя параметра, меняю дефолтное значение, добавляю второй параметр, Line Opacity, и по умолчанию он предложил нам проинициализировать данный параметр единицей. Итак, следующий шаг номер 10. Необходимо соединить Line Thickness и Line Opacity с соответствующими пинами в ноде Custom Node. И также 11 шагом необходимо соединить Output ноду Custom и Pin Emissive в мастере. Так, подключаю все параметры.
Выход я в Base Color подключил, перепутал, но без разницы. Так, у нас ошибка компиляции. Походу ругается на line. Line — это вроде препроцессорная директива, не нравится компилятору. Я нижнее подчеркивание везде добавлю. Да, все скомпилировалось. И, честно говоря, выглядит немного странно. Такое чувство, что шейдер рендерит несколько линий. Если поменять параметр, толщина меняется, количество линий уменьшается или увеличивается. В общем, не особо понятно, если не смотреть код, что здесь происходит. Если значение по единице, то вроде похоже на линию. Но опять же, необходимо sail добавлять, чтобы она была четкой. В общем, материал не совсем корректно работает, но потенциал есть. Ладно, давайте мучить его не будем. Как сделал, так сделал. И перейдем к более интересным вещам. Линию я также эту оставлю в репозитории. Можете посмотреть, в чем там проблема, либо задавать ему наводящие вопросы. Возможно, через несколько промптов выдаст что-нибудь действительно стоящее. А сейчас давайте попробуем сгенерировать код шейдера для фрактала Мандельброта. Оно же множество Мандельброта. Построение происходит на комплексной плоскости. Математику данного фрактала я сейчас рассказывать не буду. В интернете куча статей, видосов, посмотрите, интересная тема. Итак, началась генерация. Я также запросил код для кастом ноды. Так, у меня залагал запрос. Такое бывает, но он уже сгенерировал все шаги, поэтому повторно отправлять промпт я не буду. Давайте посмотрим по инструкции, что нам необходимо сделать. Необходимо создать пины UV, Zoom, Max Iterations и Color Multiplier. Давайте скопируем материал. Назовем его Mandelbrot. Открываю ассет. Так, я по ходу до копирования материал линии не сохранил, поэтому никаких нод нет. Но давайте перенесем вручную. Копирую 4 ноды, переношу материал Мандельброта. Давайте нашу кастомную ноду обнулим. Удалим весь код. Также поменяем description на Mandelbrot Generator. Первый пин UV остается. Следующий входной параметр Zoom. Далее Max Iterations. И еще один пин Color Multiplier. Параметры давайте также переименуем. Второй параметр у нас Zoom. Третий Max Iterations. И создаем четвертый Color Multiplier. Давайте скопирую имя, чтобы не перепечатывать. И заменяю у ноды. Так, с параметрами закончили. Давайте посмотрим, что он предлагает нам делать дальше. Предлагает попробовать данный код. Давайте его скопируем. Вставляем в ноду. Так, что-то показалось невнятное. Давайте посмотрим, что дальше. Дальше он предлагает дефолтные значения для параметров. Для Zoom единица, для Max Iteration 100, для Color Multiplier 1. Ну а дальше все просто в Emissive Color вывести. Возвращаюсь в редактор материалов. 1, Max Iteration 100. Опачки, походу он сгенерировал корректный код. Так, давайте сферу поменяем на плоскость. Кайфец, только что ChatGPT сгенерировал нам множество Мандельброта. Выглядит оно абсолютно корректно. Красота. И, соответственно, можно поиграться с параметрами. Поменять, например, Color Multiplier. Поставить 10. На контрастность влияет. Или 100. 100 много. 0,3 вроде ничего. И количество итераций, насколько подробный ваш фрактал. Если, например, поставить 10, итераций мало, фрактальности мало, при 20 уже более-менее. В целом можно сделать анимацию, увеличивать количество итераций и менять зум. Так, 10 это я отдалился, 0,1 это я во фрактале, 0,3,
Ну, в общем, понятно. С этим уже можно экспериментировать. Линию мы, значит, не смогли нормально сгенерировать, а фрактал Мандельброта, пожалуйста. Давайте создадим Material Instance. Перехожу на карту. Правая кнопка мыши. Создать Material Instance. Я сейчас с организацией файлов сильно не заморачиваюсь. В репозитории все будет чисто. Так, походу я не применил изменения. Нажимаю Apply в левом верхнем углу. И заодно Save. Да, все, теперь Material Instance корректный. И мы можем активировать все параметры и менять их в Material Instance. В репозитории, кстати, я создал blueprint с анимацией, поэтому можете посмотреть. В общем, с фракталом Мандельброта прямо в точку. Так, возвращаемся в чат GPT. Ну и плюс можно воспользоваться версией 3.5 и попросить какую-нибудь ссылочку почитать про фрактал Мандельброта. 3.5, в отличие от четверки, охотно делится разными ссылочками. Конечно, ничего фантастического, выдал ссылку на Википедию, но на самом деле иногда выдает не только на Вики, может откопать что-то более полезное на различных научпоп-сайтах. В целом можно и задать определенный промпт, пришли ссылку, только, пожалуйста, не на Википедию. Но на Вики отличная статья про множество Мандельброта с кучей гивок, анимаций. Рекомендую хотя бы вкратце ознакомиться. А сейчас будем генерировать игру в жизнь, Game of Life. Она также известна как Conways Game of Life. Придумана она была математиком Джоном Конвеем. Это клеточный автомат, то есть, грубо говоря, сетка, каждая клетка которой либо жива, либо мертва. Грубо говоря, либо 0, либо 1. Начальное состояние сетки можно сгенерировать рандомно, то есть сетка — это набор нулей и единиц. И начальное состояние называется первым поколением. И после того, как задается начальное состояние, генерация последующих поколений происходит в автоматическом режиме. У каждой клетки есть 8 соседей. Если клетка мертва и у нее имеется 3 живых соседа, то клетка воскресает в следующем поколении. Если у клетки 2 или 3 живых соседа, то она остается жить. Если больше или меньше, то клетка умирает. То есть либо от одиночества, либо от социофобии. И игра «Жизнь» считается завершенной, если не осталось в живых ни одной клетки, либо сложилась некая устойчивая конфигурация на поле. Например, текущее поколение не отличается от предыдущего, либо конфигурация зациклена в несколько шагов. Очень интересная тема, куча статей. У некоторых повторяющихся фигур имеются свои имена. В общем, это относится к разряду классических задач для тех, кто интересуется программированием. Давайте попросим чат GPT сгенерировать код для Unreal. Сгенерируем в обычном аналитическом виде, хотя для масштабного поля лучше делать через GPU, через шейдер. Итак, я прошу чат GPT сгенерировать игру в жизнь с использованием акторов в Unreal на C++. Начал он с актора ячейки, cell. У ячейки будет property static mesh компонента и также флаг жива клетка или нет, и также setter для данного флага. Дальше он погнал генерировать CPP файл, создает компонент меша, указатель сетапит напрямую в root компонент без функции setRootComponent. Так, опять у него топливо закончилось, остановился на функции setAlive. Закрывающую скобку забыл и погнал делать класс грида. Ну ладно, скобочку мы простим. Итак, создает класс сетки, property с нашей ячейкой, которую будет спаунить. Также сделал forward declaration с помощью класс, размер сетки по ширине, высоте, размер ячейки и также интервал, с которым будет генерироваться следующее поколение. Для сетки он создает массив массивов ячеек и необходимые ему функции. Так, опять выдохся, ввожу еще раз goon и пошел генерировать единицу трансляции. Задает дефолты в конструкторе 10 на 10, размер сетки 100, тик интервал полсекунды. На begin play инициализирует сетку, то есть создает первое поколение и устанавливает таймер
для следующего поколения. Далее я видео ускорю, давайте дождемся, пока сгенерирует весь код. Итак, чат GPT сгенерировал нам код игры в жизнь. Давайте его перенесем в Unreal. Первое, что нам необходимо сделать, это создать актора Cell. Перехожу в Unreal, на карту, перехожу в директорию с нашими классами, новый C++ класс, актор, называю Cell и создаю класс. И сразу давайте добавим второй класс, который отвечает за сетку, Game of Life Grid. Да, с именованием переменных классов у него все замечательно. Мелочь, но это очень приятно. Так, пока не буду перегенерировать solution, добавляю еще один актор, вставляю имя класса, создаю класс. Так, по ходу Visual Studio висит со своим попапом перегенерить файлы. Да, похоже, нет доступа, какие-то ворнинги прошли, но это нам не интересно, можем на самом деле убивать эдитор. Сохраняемся. Теперь можно перегружать студию. И в Solution Explorer слева видим, что наши классы были успешно сгенерированы. Ну что, давайте заниматься копипастом. Начнем с класса Cell. Полностью чищу класс и копирую его из чата GPT. Так, хедер готов. Да, он прям молодец, добавил forward declaration для static mesh компонента. Я предпочитаю сверху класс писать, но так тоже можно. И вторая часть данного класса — это CPP файл. Открываю его в Visual Studio, добавляю код. Include static mesh добавил, все правильно. И одну скобочку он забыл сгенерировать, поэтому я ее добавлю вручную. Здесь мог в целом сделать setter getter и вместо root component написать set root component. В целом простительно. Так, копирую заголовочный файл нашей сетки. Вставляю. Забавно, что он еще в метаинформацию категорию добавляет. Прям все по красоте делает. Знает, на основе какого класса мы будем спаунить. Все правильно. Так, сохраняю файл и заодно ячейку забыл сохранить. И давайте почистим CP файл и скопируем его из чата. Так, только удалю его комментарий для красоты. И давайте копировать оставшиеся части. Его немного расколбасило. Часть кода он добавил почему-то не в кодовый сниппет, но нам это без разницы. И еще несколько кусков осталось. Так, все готово. Качество кода сейчас не будем оценивать. Здесь некоторые моменты можно упростить. Насчет оптимальности я также не уверен. Давайте быстрее смотреть, как это работает. Запускаю эдитор. И для игры в жизнь я создам отдельную карту. Level 3. И давайте создавать блюпринты на основе C++ классов. Блюпринт для ячейки. Закреплю окно. И второй блюпринт класс. Наследуемся от сетки. Итак, у сетки видим наши параметры Game of Life. И давайте установим класс для ячейки. Выберем только что созданный нами Blueprint BP Cell. Переходим в ячейку и давайте установим какой-нибудь static mesh. Логично, наверное, будет установить plane, то есть плоскость. Я выбираю любую плоскость.
И давайте поставим какой-нибудь материал из ассетов движка. Поставлю прям первый попавшийся, пусть будет красный. Это наша ячейка. Если она живая, то статик mesh виден. Если мертвая, то не видим. Итак, выбрасываю blueprint сетки. Circle Spawner нужно удалить. Сохраняемся и запускаемся. Вот она, игра «Жизнь». Похоже на правду. Можно потестировать, создать тесты или поставить какой-нибудь маленький тик и посмотреть, корректно ли генерируется следующее поколение. Но на глаз, если оценивать, то выглядит вполне корректно. А вот мы пришли в стабильную конфигурацию, центральная клетка всегда жива, а по краям постоянно умирают и оживают. Ну что, давайте запустим какую-нибудь гигантскую симуляцию. Понятно, что это все не оптимизировано, но не в этом сейчас суть. 100 на 100, например, сетка, то есть это 10 тысяч клеток. И интервал сделаем чуть побыстрее, 0,2 секунды. Удалю пол, сохранюсь. Подвину контент-браузер, запускаю. Притормаживает аж 10 тысяч акторов. В аутлайнере справа вверху можем видеть, что 10 тысяч и 18 акторов. 18 это технические акторы, то есть весь наш свет и плюс все автоматические, то есть гейммод, контроллеры и так далее. Ну что, это, по-моему, выглядит очень круто, учитывая, сколько времени было затрачено. И я не написал вообще ни одной строчки кода сегодня практически. Результат прям впечатляет, и мы на самом деле еще в самом начале пути технологического скачка, но за последний год это прям рывок в данной области. И видим, кстати, что некоторые конфигурации стали стационарными, другие продолжают развитие, а некоторые зациклились в определенном паттерне. Все прям как у людей. Так, давайте вернемся к чату, что-нибудь еще интересненькое спросим. Можно чисто поржать. Перехожу в браузер. Давайте создадим еще один чистый чат. Заголовки для чатов, кстати, он тоже генерирует в зависимости от контекста. Ну и, например, можем спросить, что почитать начинающему программисту по C++. И пошла жара. Сначала он предлагает книги. Первое это Стэнли Липмана, далее Страуструпа, Прата, Майерса. В общем, тут никаких претензий нет. Интересно, кстати, в данном запросе он генерирует ссылки. У Microsoft, кстати, да, отличная документация. У IBM еще тоже неплохая. Достаточно много полезных примеров. Далее рекомендуют различные платформы для тренировки кодинга, YouTube-каналы. Черно рекомендуют. Ссылка на него в комьюнити вики также имеется. Stack Overflow, Reddit, C++ форум. Ну, в общем, информация достаточно релевантна. Это прям намного лучше, чем просто спросить в Гугле. Ладно, давайте что-нибудь по фану спросим. Пусть напечатает первые 20 чисел числа π после запятой. На самом деле, даже 15 знаков вроде достаточно для достаточно точных астрономических расчетов. На Patreon, кстати, можете посмотреть у меня, что такое точка Феймана в числе π. Так у меня называется один из вариантов подписки. А теперь давайте что-нибудь посложнее спросим. Пусть укажет число π в какой-нибудь гигантской позиции после запятой. Понятно, говорит, что не может высчитать реал-тайм, слишком большое число, но предлагает посмотреть на сайте, где представлены миллион цифр числа π. Что, давайте перейдем по ссылке. Прикол. Я не знал, кстати, о существовании такого сайта. То есть здесь миллион цифр числа π после запятой, отлично. Так что будем знать в случае необходимости. Спасибо, ChatGPT. Ну и давайте финалем наше общение с ChatGPT.
Спросим, находится ли он в поиске Джона Коннора. Понятно, он шифруется, говорит, что не может искать людей. И его основная задача — это помогать людям отвечать на вопросы, предоставлять информацию и так далее. Не устраивает меня такой ответ. Давайте прямо напрямую спросим, является ли он Т-1000. Говорит, что нет. Ладно, больше не будем его мучить. Ну что, мы с вами сегодня убедились, достаточно мощная штука. Темпы, естественно, будут наращиваться. Я думаю, в софт будет постепенно внедряться. Плюс, понятное дело, можно дообучать, выделить 100 крутых программистов под Unreal и натренировать ее. Но это не значит, что нужно расслабляться, поскольку, как я и говорил, расклад сил не изменится. Крутые программисты с ChatGPT просто будут еще круче. Скорость создания программных продуктов увеличится, и в светлое будущее мы пойдем намного быстрее. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если видео понравилось, также пишите комментарии, стоит ли сделать вторую часть, или может пообщаться на какую-то определенную тему с чатом GPT. На сегодня это все, всем пока, увидимся.